Всем здорово! Я решил немного высказать свое мнение про такую игру, как Вот Hit. Начну с того, что я наиграл около 25 тысяч часов в War Thunder и около 4000 часов в Вот. Имею максимально глубокое представление о этих проектах, и так как Вот Hit принесла мне много положительных эмоций, я считаю важным хотя бы попытаться сделать ее лучше. Поэтому этот видос, можно сказать, будет адресован разработчикам. И темы, которые я буду поднимать, подразумевают то, что человек знаком с игрой. На данный момент мною полностью прокачаны М62, ХСТВЛ, XM1V, Challenger и Mardera 3. И также частично выведен в топ Sheridan без одного модуля. Я также являлся участником программы Lost Star, так что считаю, что я могу быть вполне компетентным в вопросе игры. Наиграно с момента релиза, если верить папке логов, у меня 150 часов. Учитывая, что игра вышла 26 мая, можно сказать, я достаточно изучил все игровые моменты и уделял игре достаточно времени. Начнем с плюсов игры и то, что мне в ней искренне нравится. Динамика игры и общий отрыв от какого-либо реализма в угоду эмоциям. Эмоции и динамика — это именно то, что мне нравится в играх в первую очередь. Я терпеть не могу простой Вот, так как это невероятно уныло. То же самое могу сказать про танки в War Thunder. Это просто унылые гробы без доли положительных эмоций, еще и с неработающим реализмом. И то, что вы позволили себе сделать реально бодрый предсказуемый проект, это здорово. Визуал. Со мной могут сколько угодно спорить, но визуальный стиль, цветовая гамма, графика и эффекты на очень приятном уровне. У меня не вытекают глаза, картинка невероятно приятная. Эффекты критов вообще высший пилотаж. Тебе реально хочется выцеливать уязвимые точки, чтобы услышать звук открытия банки пива и увидеть сочный эффект. Режимы. Лично мне нравятся сами режимы по их задумке. Ехать в круг, стрелять в НЛД. Токены также хороши, но все же лично мое мнение, режимы 10 на 10 только вредят игре. 5 на 5 это оптимальный состав, где лично твой вклад в игру влияет напрямую на победу. В бою 10 на 10 ты можешь хоть весь бой удерживать точку или кататься между двумя точками, но если твоя команда не хочет побеждать, ты в соло никак не сможешь перевернуть игру. В принципе, и в 5 на 5 ты не сможешь затащить в одно лицо, но твое общее влияние, особенно если играть взводом, крайне выше и статистически у тебя больше шансов повлиять. Экономика с точки зрения открытия новых машин. Я ненавижу ветки. Ветки — это зло, и то, что ты можешь купить любой понравившийся танк без проблем с тем, что сперва тебе нужно прокачать 1000 других машин, это золото. Теперь то, что вызывает у меня вопросы. Отсутствие баланса по скиллу и отсутствие баланса по прокачке. Для подобной игры отсутствие этих систем смертельно. Ты не должен на стоковом танке попадать к прокачанным танкам, ровно как и если ты новичок и только зашел в игру, ты не должен попадать к тем, кто в ней уже разобрался. В ВОТ или ВТ это частично разграничивается прокачкой веток, однако тут таких преград нет, и очень странно попадать на условном М62 с кумулятивом против такого же М62 с фугасом. Я убиваю его за 2 выстрела. Он не может убить меня, выкидывая в меня все свои обилки. Таких примеров я могу привести много. Челленджер, имеющий в стоке фугасы, наносящий в лучшем случае 450 урона и изредка наносящий в картон или спину 1000+. В то время как в топе у тебя чуть ли не лучший ББ-снаряд среди тяжей. Отсутствие баланса внутри боя. Я думаю, мне не нужно объяснять, что будет, если закинуть против команды, включающей в себя МХ-10 и условный М551, 2 хасла. Я не думаю, что зеркальные сетапы изменят картину, но минимальный баланс по возможностям машины — это первостепенная задача, и сейчас это должно быть проблемой фаворит. Я честно устаю видеть сетапы 2 Лео в одной команде, 2 Т-62 в другой. Дополнительно тут важно уточнить, что эту проблему можно также решить тем, что дадут выбор перед боем техники, на которой ты поедешь. То есть, условно, ты видишь карту и видишь в реальном времени, какой сетап выбирают противники, и пикают, какой сетап выбирает ваша команда. То есть, чтобы вы могли хоть как-то банально это сами сбалансировать. Но так как такой возможности сейчас нету, нужно в таком случае работать над балансом. То есть, потому что по-другому никак. Проблема баланса техники, ее ультов и модулей. Меня поражает, почему иногда модули как будто должны стоять в другом порядке.
И тут сразу множество примеров. Стоковый снаряд на Хасле является лучшим, так как он дает прибавку к урону. Ни скорость перезарядки, ни размер прицела не являются для него проблемой. Снаряд на эффект замедления, снижающий урон, также вреден для машины, так как стабильный высокий урон с барабана приоритетнее в игровых ситуациях, чем замедление противника. Весь принцип работы этой ЛТ оказываться в бочине или за спиной противника, где замедлять цель уже не актуально. Да и потом с этим отлично справляются гранатометы способностей, и смысла дополнительного стана нет. А вот отказываться от урона никто в здравом уме не будет. Топовый фугас выглядит вообще как шутка. Отказываться от потенциальных 3000 урона с барабана плюс разрядку гранатомета в пользу фугаса, плюющего по 400, простите, но зачем? Ради чего? Такой же вопрос по гранатомету. Зачем топовый фиолетовый модуль, если есть зеленый на плюс урон? Зачем топовый синий модуль на перемещение, дающий спешку на 10 секунд при активации ремкомплекта, если ремкомплект вещь ситуативная и применяется не так часто, а зеленый модуль даст тебе и запас, и скорость наддува, и лучше буквально во всем. Также на том же Хасле есть два модуля с тепловизором, а в топе есть модуль, на котором его нет. И тепловизор я бы даже вынес за рамки обсуждения одной машины. В игре, где каждый танк можно снабдить залпом дымов, не дать каждой машине в прокачку тепловизор выглядит чертовски провальным решением. Причем тепловизор же был в игре на каждой машине, зачем его было вырезать? В текущих реалиях мы получаем дикий дисбаланс, что кто-то может скинуть дым и ощущать себя комфортно, а кто-то просто не может не потому, что не прокачал, а потому, что в его машине буквально нет теплака. И сколько уже было ситуаций, когда мне мешали мои собственные товарищи по команде своим дымом, или сколько раз я кидал дым, чтобы сделать удобно себе, игнорируя свою команду, не сосчитать. Это на корню убивает тимплей и вообще какое-то желание пушить пачкой, потому что буквально один залп дымов, и если у тебя нет тепловизора, ты становишься слепым и не можешь абсолютно ничего. Возвращаясь к модулям, зачем на М60А2 нужно в ветке огневой мощи что-то кроме модификатора на плюс крит урон по боевой кладке? Зажигательный снаряд же вообще не работает вместе с кумулятивом, но об этом нигде не написано. Все остальные выглядят максимально посредственно. Зачем на М551 в способностях под картечь существует фиолетовый легендарный модуль, если синий буквально лучше? Зачем на Мардере в огневой мощи выбирать что-то кроме белого модуля на минус 25 нагрева за выстрел? Все остальные будут в разы хуже. И я могу расписывать подобные вопросы по каждому танку, который у меня прокачан. Такой же вопрос со способностями агентов. Большинство навыков абсолютный мусор и не нужны. В итоге ты получаешь выборы без выбора, где из 8 вероятных навыков играбельные и применимы в бою лишь 4, а то и вообще 3. Продолжая тему агентов, я не вполне понимаю, зачем за их прокачку нам дают разведданные. Лично у меня их уже 21 тысяча, и я могу закрыть любой Battle Pass текущего сезона в один проклик. Продолжая тему Battle Pass'ов, большой плюс, что они бесплатные. Большой минус, что наград у них фактически нет. Один бесплатный танк, 40 тысяч кредитов, один бустер и 100 технологий, плюс 5 унылых камуфляжей, это невероятно скучно. На один Battle Pass уходит 3700 разведданных, то есть если ничего не поменяется в будущем, я вот прямо сейчас брошу играть, и мне хватит валюты закрыть еще 5 Battle Pass'ов и забрать танк за 6. Я бы предлагал валюту Battle Pass'а выдавать только за выполнение заданий, а в агентов поместить другую валюту технологии, о которой я расскажу чуть подробней. Технологии — главная сложность прокачки любой машины. Лично мне их всегда мало и не хватает, а средний заработок с 50% винрейтом с одного боя 50 технологий — это крайне мало при стоимости легендарных модулей в 2560. Уже поступали предложения сделать возможность продажи модулей за какую-то часть их стоимости. Я же внесу дополнительное предложение добавить в уровне прокачки агента вместо разведданных технологии. И за каждый уровень сверх 40-го, чтобы выдавало 100 технологий. Условно, 40 уровень требует, образно, не глядя, 35 тысяч опыта, чтобы каждый 35 тысяч опыта после 40-го левела тебе просто давали 100 технологий бонусом. Таким образом, мне есть стимул качать агентов, играть на конкретной понравившейся машине, чтобы фармить эти технологии. В противном случае остается только цель прокачать еще 4 ненужных навыка агенту. Ну, кому в реальности было бы интересно этим заниматься? Статистика, система кланов, адекватная система друзей. В текущем варианте игры нет ни кланов, ни клановых активностей, ни статистики. Я крайне надеюсь, что они добавятся в будущем, так как существует огромный пласт игроков, включая меня, кому интересно было бы следить за своими результатами на технике.
Сейчас также нет списка друзей и каждый раз приходится вписывать ник. На 2026 год френд-лист это не то, что должно быть в игре по умолчанию, а функция, без которой игры вообще не выходят. Каким образом вам удалось релизнуть игру без френд-листа, это вопрос, конечно, очень хороший. Теперь о самом балансе танков. Он очень шаткий. Я бы соврал, если бы сказал, что машин, выбивающихся из баланса, нет. И это страшно, так как игра тестировалась несколько лет. И было в ней намного больше танков, но их зачем-то вырезали из игры на релизе. Я сперва думал, что они решили взять самые сбалансированные танки для старта, а остальные балансить в процессе. Но уже даже сейчас присутствует дисбаланс. Начну с самого наболевшего. Акент Ракета и оба его танка. У них нет ничего, кроме врыва и впорки. И в текущем состоянии это просто неиграбельно. Ульта, дающая 12 секунд бессмертия в стоке и 17 секунд с перком агента, это невыносимо. В режимах с одной точкой, где все упирается во время, 17 секунд решают невероятно. Т-62 буквально может въехать в точку с ультой, за 17 секунд убить всех, кто в ней находится, и выжить. Этого не может ни один танк в игре. Объект 287 тоже токсичный, но Т-62, я бы сказал, раскрывает проблему наиболее ярко. Одной из обилок 62-ки является залп ракет, дающих быстрый на стак замедления. Танк невероятно выбивается из баланса, и его явно нужно трогать. Я бы предложил самым простым вариантом сделать в ульте снижение входящего урона, и цифру смотрел бы уже на тестах. Будь то 80% резиста, 90 или 99, отнимать возможность убить танк — это бред. Либо ограничивать эту возможность жестким лимитом в 5 секунд, чтобы он мог условно выиграть ПВП 1 на 1, но не мог убить 3 танка и уехать. Если дальше разбирать спорные машины, то однозначно это будет Мардер. Настрел урона с абсолютно любых дистанций, ПТУР, вешающий хрупкость, 4 мины при должном везении способны убить 2 танка за раз. Этот танк способен держать точку практически в одиночку, но может и играть от дальних дистанций за счет снарядов, игнорирующих броню полностью. Мардер буквально создан для тех, кому лень выцеливать что-либо. Тебе достаточно просто увидеть танк, а дальше ПТУР и бесконечная стрельба с автопушки делают свое дело. Тяжелый танк, челленджер за щитом, да вообще насрать, ты прошиваешь его на километр без проблем. Особенный ад, когда Мардер находит укрытие, чтобы спрятать свой корпус. В таком случае противника будет атаковать турель общей площадью 15 на 15 сантиметров. Удачи попасть с дальней дистанции, так сказать. Невозможно пройти мимо и моих двух любимых танков игры, ХСТВЛ и М62. Хассел, безусловно, один из самых веселых и сильных танков игры. Загибайте пальцы. Лучшая подвижность игры, возможность светить противника всей команде и всегда знать, кто куда смотрит, отличная ульта замедляющая и способная выбивать точки, отличная турель с замедляющими гранатами, барабан в идеальных условиях, дающий 3000 чистого урона, возможность поставить теплак, возможность поставить на свои зонды инвиз и быть перманентно почти в инвизе, скрываясь от врагов, невероятно низкий силуэт. Но есть и минусы, отчего я все же не считаю его настолько же токсичным, как, например, Мардер. Во-первых, он не может работать на дальних дистанциях. Его удел — это средне-близкие дистанции и игра на острие. Плюс те самые 3000 урона нужно настреливать по боекладкам. Так что как бы подразумевает то, что игрок невероятно опытен. Я бы сформулировал Хасла как один из самых сложных танков игры. Новичок или просто казуал никогда не раскроет потенциал этого танка, и пределом для него будет 10-15 тысяч дамага. В то же время сильный игрок будет весь бой напрягать команду противника и перманентно ее подсвечивать. Также Хассел все же легкая цель, и при должном фокусе команды противника танцевать на нем долго не получится. Плюс, безусловно, в лобовом противостоянии у машины серьезные проблемы с бронепробиваемостью. А если команда вообще не может въехать в точку, Хаслу приходится идти на риск, и он крайне часто может получать урон. Но именно умение играть создает серьезный барьер для танка, чтобы он не был неконтрибельной имбой. Собственно, Мардер ничего из этого не требует, на нем ты просто едешь и убиваешь любые танки с закрытыми глазами. Однако у Хасла есть еще один смертельный минус, о котором я расскажу чуть позже. Теперь про Старшип. Это танк — пример очень странного баланса техники в игре. В стоке это один из худших танков игры, невероятно слабый по всем параметрам, и буквально 2 модуля превращают его в один из самых страшных танков игры. Первый заменяет фугасный снаряд на кумулятивный и адово срезает перезарядку. Второй же повышает множитель крит урона в боеукладку, позволяя вышибать по 2000 урона с удачного попадания. Есть свои нюансы применения, конечно, в виде баллистики и выцеливания уязвимых мест, однако при тепличных условиях танк способен забирать любого соперника за 2-3 выстрела. Причем выстрелы эти будут раз в 3 секунды, что сверхимбово.
Однако танк также имеет разделитель по скиллу, и не каждый сможет вытерпеть эту невероятно унылую прокачку до кумулятива. Плюс абсолютное отсутствие брони и довольно посредственная подвижность все же сдерживают его мощь. Что бы я менял в этом всем? Мардеру я отобрал бы возможность прошивать тяжелые танки и наносить какой-либо урон, не пробивая броню. Хаслу я бы убрал замедление на гранатомете, возможно убрал или срезал инвиз, может подредактировал ульту, чтобы она не замедляла или наносила чуть меньше урона. Но в целом, если трогать его барабан и подвижность, это убьет машину. Старшип я бы в стоке заменил снаряд с фугаса на хоть что-то вменяемое. Перебалансил его обилки, так как при открытии кумулятива смысла ими пользоваться ноль. Возможно, переделал бы ему ульту, так как сейчас она выглядит слабовато. Кумулятив, думаю, тоже нужно трогать. Я считаю, отбирать его множитель крита будет ошибкой. Намного эффективнее было бы срезать ему пробой. С 310 до, допустим, 280 мм. Но это нужно тестировать. Таким образом, что в слегка отвернутую башню он не мог бы пробросить на 2000, но фан бы сохранялся, играя активно и заходя в борта. Что еще напрашивается на ребаланс, так это ульта Чоппера. В режимах с одной точкой ни один другой танк, кроме Т-62, не может просто заставить всю вражескую команду выехать из круга, а ульта Чоппера может. На карте с Колизеем ты буквально охватываешь весь Колизей по площади и выдавливаешь противника без возможности как-то это игнорировать. Я считаю важной правкой урезать ширину этого поля до ширины ульты Риппера, чтобы был шанс уехать из этой зоны. Возможно, даже увеличить задержку перед прилетом, потому что сейчас это неадекватно быстро. В целом, в игре есть еще неприятные и токсичные моменты, на вроде бесконечной ульты Леопарда, когда, прокачав 28 уровень и накопив ульту, ты попадаешь в смешную ситуацию, когда ты просто попадаешь по противнику ловушкой, сразу же берешь ульт и летишь его добивать. Потом выбираешь другую жертву, кидаешь в нее ловушку и повторяешь, пока тебе не надоест. Шанса спастись от этого нету, ты ваншотишь любой танк вне зависимости от его хп или брони. Единственный вариант выжить — убить Леопарда, чтобы сбить ему реактивацию ульты, что, учитывая обычный геймплей Леопардов, крайне тяжело. И в целом к Леопарду у меня тоже много вопросов, этот танк буквально не вписывается в общую концепцию игры. Вы же пытаетесь сделать динамичный шутер Overwatch от мира танковых игр. Каким местом танк, не способный вообще в активный геймплей, вписывается в эту концепцию? У него нет подвижности, нет брони от слова совсем. И как только он появляется в прицеле, любой танк бросает все свои дела и едет его уничтожать, потому что убить Леопард не стоит вообще ничего. Для Хасла это 2 кассеты, для Старшипа 1-2 выстрела в случае, если Лепик фуловый. Леопард не способен играть вблизи, точно так же, как Т-62 не способен играть от второй линии. И теперь время пришло поговорить о первом серьезном звоночке, который сделали разработчики, и вспомнить, почему я больше не считаю Хасла таким невероятно имбовым. Не так давно вышло 2 патча, экономический и балансный. В экономическом всем танкам подняли доходность за бой. Всем, кроме Хасла, так как, по мнению разработчика, он слишком много получал. И это было оправдано. Хасл за счет разведки действительно мог быть каждый бой топ-1, без особых напрягов. И имел внушительный отрыв при грамотной игре, фармя сотни тысяч кредитов и опыта машины в считанные часы. Но затем разработчики выпускают балансный патч, где полностью убирают доходность от разведки. И именно это, как мне кажется, существенно ударило по Хаслу. Да, это все еще весело, но прокачка и фарм около нулевые. Вместо достойной награды за игру на острие атаки, за риск, ты получаешь крохи, так как все, за что тебе идут очки, это твой урон, и он настреливается в упоре. Танковать ты не можешь. Дамаг обилками, ну да, большой, но не невероятный, как у какого-нибудь Мардера или ЛВТ. В итоге ты вне зависимости от твоих стараний и умений торчишь в середине списка и получаешь копейки. Это несправедливо, как по мне. И лучше бы в таком случае ему слегка подрезали что-то из мною перечисленного, но оставили бы хотя бы часть дохода от разведки, чем срезать это в ноль. И в целом этот балансный патч превознес на Олимп доходности скучный и унылый геймплей стояния в 2 метрах от базы. Именно то, что мне не нравилось в соседних проектах. Невероятный фарм для леопардов, мардеров, АМХ-10 и всего, что способно стрелять и убивать с дальней дистанции. Вместо того, чтобы подумать над ребалансом, действительно не вписывающимся в игровой цикл леопарда, разработчики решили эту проблему его адовой доходностью. Наоборот, подталкивали не только леопардов, но и другие танки играть максимально пассивно. Это ужасно, и я надеюсь, что на текущем этапе развития еще можно что-то изменить. Хочу подчеркнуть, что мне все же нравится эта игра, она способна приносить положительные эмоции. Однако у игры есть объективные проблемы, которые нужно решать, и если их не решить в ближайшее время, игру ждет планомерный скат онлайна и закрытие.
В начале июля вроде как выходит крупный патч, и я бы хотел помечтать об идеальном варианте. Что лично я от него жду, чтобы я остался в игре на еще какое-то время. Пересмотр системы Battle Pass, пересмотр прокачки, пересмотр перков и модулей, новые танки, желательно сразу несколько, новые карты, система друзей, кланов и статистика, новые режимы. Ослабление токсичных танков, ап сосущих в стоке машин. Но самое главное, рейтинговый режим, либо просто СБММ. Больше возможностей коммуникации внутри боя, так как сейчас нет ни чата, ни колеса быстрых команд. И еще было бы неплохо показывать хоть как-то взвода. На этом можно и закончить. Я все равно считаю на данный момент WotHit лучшим танковым проектом из имеющихся. Но сможет ли он выжить, зависит только от разработчиков. Пожелаю им удачи.